Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. Отношения и финансы. Черная луна или Лилит с Венерой в соединении 28 июня 2023 года. И нужно сказать, что вот этот период, хотя в целом, как бы за время прохождения Венеры по знаку Льва, а это началось с 4 июня и продлится до 8 октября, для всех нас позитивный достаточно период, который просто может осложняться тем, что присоединяется черная луна, добавляя нам какой-то неразберихи. Что такое черная луна или Лилит? Ведь это и не планета вовсе, это своеобразный математический подсчет или тот пункт или наиболее удаленная точка орбиты Луны, который, тем не менее, оказывает на нас влияние. Это подмечено уже годами. Видимо, какое-то планетарное воздействие. Может быть, пока еще наука не открыла это, но это присутствует. Хотя объяснить это сложно. Но поскольку Луна все-таки это вот поднимает из наших каких-то глубин души, то, что мы прятали, как раз вынося на поверхность какие-то вопросы. Каким-то образом взаимодействует с траекторией прохождения планет, вызывая вот такие наши какие-то внутренние состояния или психологические состояния. Кому интересно, во вкладке «Сообщество» можете зайти на мой сайт, я оставила ссылку на свою статью, и там как на нас влияет, на все сферы жизни. Так вот, тем не менее, 28 июня, хотя этот период мы можем уже с 20 июня ощущать, он может осложниться тем, что какие-то кармические темы, как мы говорим, выходят на авансцену, или это тот наш какой-то опыт, который мы должны принять и словно пройти. Конкретная какая-то ситуация, вот если у кого-то проигрывается, что я хожу по кругу, или мне кажется, что как дежавю какое-то, ситуации похожие, люди похожие, словно повторяются в моей жизни. И это, скорее всего, свидетельствует как раз о том, что нужно принять какое-то важное решение. Вы должны с чем-то определиться. И, наверное, вот какие-то тайные законы Вселенной работают именно таким образом, пока мы не сделаем Его Величество выбор. Нам словно судьба повторяет один и тот же урок. Но этот период вообще, когда тайное становится явным, и если мы опять же вернемся к Луне, это своего рода зазеркалье, и вот неразрешимые какие-то вопросы, которые тянутся долгое время, у нас еще обостриться как будто могут критически. И желание будет, главное, знаете, разобраться. Мы можем пойти в разнос. Вот этого делать не стоит, потому что, повторюсь, это определенный период. И, кстати, для вас, мои дорогие козероги, где-то в ночь 3 июля произойдет полнолуние в вашем знаке, и уже вот с этого периода будет что-то отстраиваться в нормальную последовательность. Из какого-то хаоса будет создаваться порядок, может быть, где-то вот та спокойствие, надежность, по вашему знаку, что вам соответствует, какие-то гарантии или какая-то структура. Козерог не любит не пойми чего. Вам нужно все это упорядочить. И поэтому, наверное, в целом для человечества с полнолунием в вашем знаке наступит больше понимания, больше четкости и больше порядка, может быть, буквально и так. Надо сказать, что не только на оси, если мы говорим отношения, финансы, поскольку Венера – это в первую очередь взаимодействие с миром и деньги. Так вот, не только личная у кого-то жизнь может вот всплыть на поверхность какие-то вопросы, или нам захочется выяснить что-то, а и деловая репутация, тут тоже надо быть аккуратным, потому что вот этот самый внутренний посыл, когда мы хотим с чем-то разобраться, вот чтобы не осложнить себе где-то жизнь, так и репутацию, проекты, взаимоотношения, все то, что мы долго выстраивали, или то, к чему мы шли, не должно быть подвергнуто изменениям из-за, знаете, какого-то порыва или внезапной какой-то новости. Ведь много энергии, как и горячей, и страстной. Все это происходит в знаке зодиака Лев. И поэтому само по себе где-то вот это явление или воздействие Лилит или черной луны может провоцировать как и где-то агрессию. Люди будут себя вести по-разному. Особенно
особенно какие-то ситуации, которые будут восприниматься людьми, у которых нестабильная психика. Тут могут быть совершенно, ну, даже непредсказуемые какие-то реакции, именно с точки зрения психологии. Готовому к любому развороту событий, мы ведь не знаем, как, даже если мы себя умеем держать в руках, как раз это вам очень соответствует, но мы в мире людей, и кому что в голову придет, прямо скажем, мы даже предположить не можем. Ну, давайте посмотрим, что думают карты Таро. Не всегда далеко, как и планетарные прогнозы, совпадают с картами Таро и с реальностью нашей жизни, так и карты Таро, безусловно, не расскажут нам о личной истории каждого, но я надеюсь, какую-то подсказку, может быть, один какой-то пункт или деталь вы для себя можете подчерпнуть из нашего расклада, вот эти самые альтернативные варианты развития событий или нашего восприятия, что-то проанализировать, вам, одним словом, карты помогут. И мы будем рассматривать как раз вот эти две позиции, две сферы отношений и финансы. Но первую карту мы достанем, как для вас Таро видит этот период, как вы для козерогов. И сфера отношений, и сфера финансов. Каковы неожиданности? Давайте узнаем. Ну и продолжение мы тоже должны узнать, нам интересно, правда? К чему это приведет или чем закончится, может быть. И по финансам также. И что нам будет помогать в этот период? Как я говорю, до 3 июля, пока все где-то не начнет упорядочиваться благодаря козерогам. И что нам помогает по финансам? Давайте откроем. Что у нас по отношениям? Ну, правда, у кого-то может быть и хаос, а у козерога всегда порядок. А это нам карта говорит праздник после победы. Пусть не в этой колоде, в другой называется. Но мне очень нравится это определение. Оно наиболее точно и емко отображает значение этой карты. И нам, посмотрите, двое как будто празднуют что-то, встречают кого-то с цветами. Может быть, это разделить праздник с друзьями. Есть такое тоже значение. И нам 4 жезла словно венчают венок, создавая триумфальную арку. Правда? Какая-то победа. Есть, значит, решение каких-то вопросов. Все Козерог делает правильно. И в отношениях это 4 все-таки, да, и по нумерологии это всегда стабильность. А в 4 жезла это когда у нас все под контролем, когда мы где-то себя благодарим за проведение или за то, что мы правильно сориентировались в какой-то обстановке, ситуации, когда мы правильно оценили какие-то риски, когда мы не начали, ну, где-то предаваться вот этому импульсу психологическому, может быть, тоже. И вообще благополучный период, я бы сказала так, мои дорогие козероги, причем это жезлы, дела, работа, бизнес, где-то деньги. И вот как и деловая сфера, так может быть и личная, так и по финансам, да все у козерога стабильно. Козерог видит так, как надо, какую-то ситуацию. И в этом ваша сильная позиция. Неуязвимая как будто позиция. Финансы, но здесь у нас выпадает карта бланка, пустая карта. И у каждого своя какая-то история. Нет общего знаменателя для всех козерогов. Давайте посмотрим, каковы неожиданности могут быть. Ну, для вас разве что задержка в деньгах или задержка в документах, мои дорогие. Не обязательно это только деньги, хоть нам все-таки это 7 пентаклей. Вообще по нумерологии любая 7 это пауза. Если по нумерологии, опять же, вся активность проходит в 6 стадий. Вот почему, наверное, в картах Таро 6, любая 6 это победа. Это как вершина наших действий или приложенных усилий. И следом идет 7, это вынужденная, необходимая пауза, своего рода перезагрузка для того, чтобы как и отдохнуть, так и наметить себе планы на будущее. Но вообще сама по себе карта роста, и нам показан человек, который ожидает
когда вырастут пентакли практически, понимаете? То есть у кого-то это могут быть возможности с пассивным доходом, буквально и так может проиграться, вполне вероятно. Или какие-то все равно финансовые перспективы, может быть, через правильное взаимоотношение с людьми, например, в деловой сфере. Или это может проиграться еще как неожиданность. Ну, например, вы ожидаете подписания конкретного какого-то бумаги, документа, согласования, контракта. И вот на несколько дней может быть какая-то задержка. Что по финансам? Вот и вся неожиданность. По сути, нет неожиданности. Спокойное течение жизни, я бы сказала, для большинства так. И по финансам тоже деньги есть. У нас все размерено, у нас все понятно. И даже если вокруг, повторюсь, хаос, у королевы Пентакли, это ваша карта, сигнификатор, это как раз тот персонаж, который из хаоса умеет создать этот порядок, для кого очень важно как и стабильность, так и в целом благополучие. И по королеве Пентакли пусть у нас это выпало конкретно на сферу денег, здесь нам могут говорить о том, что те проекты, которые мы, может быть, уже осуществляем, они будут перспективны. Даже если что-то становится на паузу, но это такой небольшой штрих, который нам точно не помешает. Он нам, наоборот, поможет, чтобы мы где-то отдохнули. И для королевы ведь Пентаклей важно все. И вопросы имиджа, и вопросы здоровья. Это не имеется в виду вопросы болезней, а это именно поддержание тонуса в нашем, как и теле, так и, может быть, забота о внешнем виде. Да? Мы должны быть бодры для того, чтобы осуществить какой-то проект. Ведь королева Пентакли, она изображена на троне среди райского сада. Так вот этот райский сад она построила своими руками. Очень символично к вашей карте, мои дорогие. И если нам говорят неожиданности, значит, для вас могут в этот турбулентный период, даже если вокруг вас вот какая-то подобная ситуация турбулентности развивается, значит, вы, мои дорогие козероги, может быть, будете единственным человеком, который умеет реально видеть факты, как-то оценить правильно обстановку и для себя еще сделать что-то хорошо. Ну, браво, правда. Продолжение. Ну, опять, если тут мы чего-то ожидали, 7 пентаклей, 8 пентаклей, и нам говорят, работай, у тебя все получится. Это карта профессионала, который буквально делает деньги. И пусть это у вас на область взаимоотношений. Это как будто, понимаете, сама по себе карта прогресса. У вас два прогресса, по сути, так. Причем в рост 7 и 8. И здесь мы словно сдаем какой-то жизненный экзамен, и впереди это может нам говорить о получении новой должности, ну и, соответственно, новых заработков. Или улучшение какой-то финансовой истории нашего бизнеса, когда мы можем буквально какое-то свое ремесло, у нас человек один показан, работать на себя можем. Или мы можем что-то себе добавить по работе, как будто тоже в конечном итоге это будет финансовый какой-то эквивалент, когда мы в целом, как и довольны собой, как мы уверены в себе, мы словно дважды подтверждаем 8, да, вот эту четверку. Праздник после победы. Шикарные перспективы, нечего добавить. И что у нас по финансам? Ну, видимо, какая-то ложка дегтя у нас была, пятерка кубков. Это не в этот период ситуация. Скорее нам тут говорят, что это выход из какого-то прежнего разочарования, потому что пятерка кубков – это то, что у нас случилось прежде, и нас словно, знаете, вот обездвижило, или мы застряли в каком-то моменте, сожалея о том, что у нас что-то не получилось. И наша задача развернуться на 180 градусов и увидеть вот эти два полных кубка. По сути дела, смена направления. И, судя по всему, вы его как раз и делаете, оставляя прошлое в прошлом. Что нам помогает? Мы сдаем, проходим какой-то экзамен жизненный. Вот, наверное, тот кармический урок по Лилит или по Черной Луне. И я обрисовывала как раз, если то, что нам прежде, как будто мы не решались, может быть, с чем-то, ну, подвести итог, черту какую-то демаркационную, расставить все точки над «и». И вот теперь вы с чем-то сделаете это легко.
Сама по себе карта тоже прогресса. И то, что мы открыты миру, мы готовы учиться, обучение. И самое главное, наверное, что нам помогает в значении, когда мы все время идем вперед, когда мы не успокаиваемся на достигнутом, а понимаем, что для нас вот сегодня одна возможность, и завтра какая-то новая. Мы пытаемся использовать все возможности, которые нам дает жизнь, судьба, люди, которых мы встречаем. Мы тоже думаем, как мы будем с ними правильно взаимодействовать. И если мы смотрим на взаимоотношения, то тут как раз по деловой сфере прогресс нам обещает карта. И это нам все помогает. Но помогает, когда мы именно готовы идти вперед, а не пытаемся что-то удержать. Искусственно, словно, да, достигли какого-то рубежа, и все, сели, расслабились. Нет, тут постоянно, повторюсь, какой-то прогресс через изучение, через восприятие мира, через, может быть, даже какую-то обстановку, которая для кого-то кажется хаосом, а вы создаете свой порядок и все равно идете вперед. И в целом вот это все нам помогает. А что по финансам нам помогает? Но знаете, кому-то конкретно, может быть, как помощь человека статусного или помощь от нашего партнера, потому что сама по себе карта власти, карта статуса, императрица, но это не карта императора, а это власть добрая, то есть взаимодействие с миром, правда, предусмотрено, но все-таки это карта власти, и поэтому конкретно получить новую должность. И для кого-то из вас в вашей семье, или если вы еще не были человеком семейным, значит, вполне вероятно, какие-то возможности, и пусть это будет сопряжено с каким-то финансовым эквивалентом, когда мы, может быть, и улучшим свое финансовое положение. И это может означать предложение. Предложение может быть где-то и руки, и сердца, или какие-то еще новые предложения по финансам. Все же карта императрица, ее нельзя рассматривать только в одном контексте финансы, как мы выкладываем. Ведь здесь все сферы жизни взаимодействуют. И это сама по себе карта еще и помимо значения власти, еще и карта благополучия, когда у нас все под контролем, когда мы собой не рискуем, когда мы используем как и новые возможности или, может быть, какие-то альтернативные варианты, правильно воспринимаем обстановку, которая вокруг нас, используем, опять же, на благо себе. Ну, как будто вы, мои дорогие козероги, вот из королевы Пентаклей перемещаетесь, потому что, видимо, правильно сделаете какой-то разворот, рокировка, правильным образом как-то оцените ситуацию и превращаетесь в императрицу. Мы говорим про энергии, даже если меня смотрят мужчины, прошу это учесть. Ну и давайте откроем главную карту. Оценка ситуации ваша будет заключаться, наверное, сильная позиция в том, что какова бы ни была обстановка, все то, что я говорила до этого момента, карта подтверждает. Потому что три момента по этой карте: скорость, информация и поездка или переезд. И здесь у кого как. Не случайно, наверное, и выпадает карта бланка на финансы. У кого-то ведь конкретно переезд какое-то другое место, или, может быть, очень далеко, или поближе, неважно, но вполне вероятно в новом месте какие-то новые перспективы и вот такие возможности. У кого-то так будет проигрываться. Но это та информация, на которую мы откликаемся сразу же. Мы не должны сказать себе: буду думать завтра. Нет, по рыцарю жезлов, и все же жезлы. Повторюсь, что это у нас дела, работа, бизнес, деньги. И где-то в этих сферах мы должны быстро на что-то откликнуться. Есть какая-то определенная, может быть, выгода, или какой-то наш интерес, или какая-то перспектива, пусть это будет даже не через финансы, но определенно от нашей быстроты реакции будет зависеть где-то наш успех. Куй железо пока горячо. И у кого-то, может быть, придется отправиться туда, куда мы не собирались. Или совершить поездку с кем-либо, или, хотя нам тут один жезл, рыцарь жезлов показан, но тем не менее, ведь у каждого своя какая-то обстановка. И, может быть, придется съездить, чтобы какую-то ситуацию или какое-то дело решить не в том месте, где вы находитесь, а прояснить эту обстановку вот именно по факту где-то на отдалении как будто. И так тоже может проиграться. Поэтому нужно быть готовым
какой-то информации буквально и, может быть, и к низкому старту тоже. И это для нас все в целом складывает вот такие замечательные преимущества. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.